28 сентября, воскресенье. Всем привет, это Руслан Левиев с очередной сводкой с войны. На Купянском направлении российские войны продолжают накапливаться в северной части города. За неделю здесь не так много изменений. Зато интересно, как теперь все это презентует Минобороны России. Впервые Минобороны России решила опубликовать карту в большом разрешении, на которой нанесена линия фронта так, как видит ее военное ведомство. То есть раньше мы, исследователи, ловили стоп-кадры с видеозаписи с каких-нибудь брифингов, где на большом телевизоре демонстрировалась карта. Потом мы пытались это натянуть на нормальные карты, чтобы проанализировать. А вот тут Минобороны России просто сразу исходник в свой телеграм-канал решила скинуть. Они это подписали как схема освобожденных территорий за период с 1 января по 25 сентября. Почему выбран именно такой период? Почему сейчас решили подвести такие итоги? Непонятно. Честно говоря, то, что они публиковали исходник карты, нам, сторонним исследователям, не сильно помогло. Дизайн карты настолько отвратительный, что его нужно изучать как пример того, как делать нельзя на каких-нибудь курсах картографистов. Потому что там все названия в кучу и налезают друг на друга. Понять, где проходит линия фронта, очень сложно. Ну так вот, по Купянску на карте Минобороны России действительно похоже, что он чуть ли не полностью захвачен. Я специально использую слово «похоже», потому что там практически невозможно разобрать, что где. И они еще придумали новую метрику, которую использовали на примере Купянска. Взято под контроль 5667 из 8667 зданий Купянска. Видимо, таким образом пытаются убедить всех нас, что Купянск практически полностью захвачен. У меня при таких заявлениях в голове сразу возникает вопрос. Вот по мнению чиновников Генштаба, российские штурмовики в каждом здании по постовому ставят, что ли? Или веб-камеры для контроля вешают? Ну и потом, частный дачный одноэтажный дом – это здание. И многоквартирная панельная девятиэтажка – это тоже здание. А значимость в контексте боев за населенный пункт у них будет принципиально разная. Как и значимость захваченного района из 10 панельных домов по сравнению с массивом из 50 дач. На Лиманском направлении, судя по всему, захвачена Шандриголова. Идут бои в Новоселовке и Дерилово. Российские военные продвинулись в Заречном, тем самым отрезав одну из дорог, ведущую на поселок городского типа Ямполь. В самом Ямполе, на восточных окраинах, также идут бои. Где-то пару суток назад я рассказывал о том, что на восточный фланг Покровского направления, в район Воздвиженки, перебросили дополнительные подразделения российских морпехов и десантников. Часть из них уже ведет бои в районе Добропольского выступа. Хотя мы по-прежнему считаем, что пока что идет подготовка к задействованию основных переброшенных сил. Да, она идет довольно-таки долго. Но точно такая же история была и с самим Добропольским прорывом. Мотострелков туда перебросили. Потом они долго готовились и в итоге смогли осуществить прорыв. Так что атака куда-то в сторону Дружковки по-прежнему возможна. Также, когда-то совсем давно, кажется, это было весной еще, я говорил, что в российско-украинской войне образца 25 года уже не будет полноценных окружений и котлов в привычном нам с вами понимании, когда возможно полное физическое окружение группы войск, осада с последующей либо сдачей в плен, либо попыткой вырваться из окружения, либо боем насмерть. А не будет такого из-за острого дефицита личного состава ВСУ и тактики, которую использует Россия. И вот на неделе украинский мониторинговый проект Deep State в своей трансляции повторили ровно ту же самую мысль. И именно этим они объяснили, почему на их картах существуют, например, такие окружения, как в Кучеровом Яру. На самом деле, это означает, что у окруженной группы российских солдат нет надежного пути логистики и снабжения, но при этом порой к ним могут проскальзывать отдельные солдаты со снабжением. Плюс отчасти снабжения обеспечивается беспилотниками. Основные изменения по линии фронта за эту неделю произошли на пограничных к югу Донецкой области территориях, где российские военные захватили село Новониколаевка в Днепропетровской области, а также село Новоивановка в Запорожской области. И в целом расширили зону контроля на запад в этих двух областях. В Курской области, судя по всему, по-прежнему присутствует небольшая часть северокорейских военных. Мы обратили внимание на видеообращение жены одного пропавшего военнослужащего. Рассказывая историю его военной службы, она сказала, что в конце августа этого года ее мужа перевели из саперов в штурмовики. А перевели, потому что на их места прибыли северокорейские военные. Украинская военная разведка давно говорит о том, что солдаты КНДР все еще есть в Курской области. Но это впервые мы получаем независимое от них, пусть и косвенное, но подтверждение. При этом на передовой северокорейцев не видно со времен окончания Курской операции.
Одна из главных тем недели – это, конечно, Генассамблея ООН. В ходе нее Дональд Трамп относительно резко высказался в сторону России, в очередной раз повторив, что он разочарован Путиным, что экономике России наносится большой ущерб. Также он поддержал идею того, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран-членов НАТО. Говоря про перспективы войны, с одной стороны, он сказал, что она будет длиться еще долго, судя по всему. С другой стороны, что у Украины есть возможность восстановить страну в ее первоначальном виде и границах при должной поддержке и терпению Европы. И вот оценка его заявлений различными экспертами сильно разнится. Кто-то говорит, что это резкое ужесточение риторики в отношении России, что Трамп стал больше поддерживать Украину. Мне же кажется, что он таким образом сливается. Он по-прежнему не отказался от своего де-факто ультиматума к Европе, что он ведет масштабные санкции против России тогда, когда Европа ведет жесткие пошлины против Китая и Индии. И эти слова про то, что Украину можно восстановить в исходных границах, если Европа того захочет. Но это же прямое перекладывание вины на Европу. Премьер-министр Польши Дональд Туск тоже так оценил слова американского президента. Прошла встреча Зеленского с Трампом. Из интересного с нее я бы отметил, что Зеленский в очередной раз сообщил о необходимости ракет «Томагавк» для Украины. А Трамп ответил, что поработает над этим, что не значит ничего. По словам Зеленского, ракеты «Томагавк», которые летают более чем на 1600 километров, даже не обязательно применять. Главное, чтобы они были. Потому что их наличие и возможность их применения будто бы сподвигнет Путина к переговорам. К слову, я подумал, что, возможно, эти странные многообещающие цифры по ракетам «Фламинго» заявляются с той же целью. Напомню, что по «Фламинго» заявляется, что у них боевая часть весом в тонну. Летают они на 3000 километров, а производить их будут по 200 штук в месяц. Хотя подтверждения этим характеристикам мы не видели. Да и новых ударов с применением «Фламинго» так и не случилось. Что касается ракет «Томагавк», то Украина не в первый раз просит эти ракеты. И пока что ничто не говорит о том, что они когда-либо будут переданы. Много обсуждались в ходе Генассамблеи и воздушные угрозы Европе со стороны России. После взлета российских герберов в Польшу был инцидент с беспилотником в районе аэропорта Копенгагена в Дании. Правда, позднее одна из датских летных школ сообщила, что это был их учебный самолет, а не какой-то беспилотник. Но вот потом произошли новые инциденты уже в районе других аэропортов Дании и даже военных баз. Опять-таки, нет каких-либо кадров с этими беспилотниками или каких-то еще подробностей. Плюс мы не знаем, как часто подобные инциденты происходили раньше. Я имею в виду, что порой совершенно случайные гражданские, не будучи нанятыми иностранными спецслужбами, запускают свои дроны в неположенных местах. Такое в новости редко попадает. А сейчас, из-за общего новостного фона, возможно, об этом стали чаще писать. Но даже если это все-таки запущены в интересах России беспилотники, то тут явно не идет речь о боевых беспилотниках, которые могут ударить по кому-то или убить. Но кто знает, как далеко в своих провокациях пойдет Кремль. Поэтому Европа намерена создать свою стену дронов, которая будет защищать европейское воздушное пространство. Как я понимаю, европейские страны собираются выделить финансы на разработку зенитных дронов и создание мобильных подразделений, а также будут работать над интеграцией европейских систем воздушного контроля, чтобы оперативно обмениваться информацией о воздушных целях. Вчера Владимир Зеленский на брифинге заявил, что если Россия угрожает Украине блэкаутом, то и в России будет блэкаут, то есть полное отключение электричества. И еще где-то с конца лета Россия действительно периодически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Хотя полноценной кампании мы пока не видим. В ходе этой войны каждой зимой также обсуждались блэкауты и удары по энергетике. И хотя многие такие удары были довольно-таки чувствительными, потому что уничтожалось дорогостоящее оборудование, а ряд населенных пунктов на сутки, двое оставался без электричества. Но продолжительных масштабных блэкаутов не было. Вопрос ударов по энергетике Зеленский обсудил и с Трампом, когда зашла речь про томагавки. И вроде как он зарешил с одобрением американского президента, что если Россия будет бить по украинской энергетике, то и Украина может ударить по российской. Подводя итог дипломатической части этой недели, ничего такого феноменального не произошло. И каких-либо сдвигов куда-либо я также не заметил. Более-менее дежурные фразы, да даже томагавки мы уже сколько раз только за этот год обсуждали. Кстати, а неделя началась с довольно-таки необычной украинской воздушной атаки по России, в ходе которой были применены воздушные шары. Их применение мы уже видели в прошлые года в этой войне, но это были буквально 1-2 эпизода, потому что эффективность их применения стремится к нулю.
Что было прикреплено под шарами в этот раз, неизвестно. Подозреваю, что, как и в прошлые разы, так называемые специальные уголковые отражатели, которые создают засветку на радарах противовоздушной обороны, из-за чего цель кажется большей, чем она есть на самом деле. А делаться это может для отвлечения этих сил ПВО на такие приманки в виде воздушных шаров. Также на неделе была комбинированная атака на Краснодарский край. Украина использовала воздушные беспилотники и морские, так называемые «Бэки». Часть безэкипажных катеров поразила портовую инфраструктуру Новороссийска. Другая часть, видимо, целилась по стоящим в порту российским военным кораблям. Правда, они не были поражены в итоге. А воздушные беспилотники пролетели по району, где располагается офис компании «Каспийский трубопроводный консорциум». Непонятно, чего пытались добиться атакой по офису этой компании, ведь она перекачивает в основном казахскую нефть. Плюс, даже если бы уничтожили офис компании, то вряд ли это как-то серьезно повлияло бы на процесс перекачки нефти. Так что возможного получения военного преимущества от такой атаки я не вижу. А это тот критерий, который отличает правильные атаки от преступных. Тем более, что при этой атаке погибло 2 гражданских и еще 11 были ранены. А вот Россия же подобные атаки с гибелью гражданских проводит чуть ли не каждый день. Только ведь номенклатура применяемого оружия значительно шире. Тут не только беспилотники, но и различные крылатые ракеты, и баллистические ракеты, а также авиабомбы. В ходе попытки нанесения такого бомбового удара по городу Запорожье украинскими силами был сбит российский бомбардировщик Су-34, который упал где-то на оккупированной территории Запорожской области. Судя по скромным постам, близких к российским военным сет-блогерам файтер-бомберу Алексею Воеводе, потерян сам самолет и как минимум один из членов экипажа. Также мы видим массированный артиллерийский обстрел города Херсона. Причем в ходе его Россия применяет реактивные снаряды, в том числе с кассетной боевой частью. А удары кассетными боеприпасами по жилым массивам запрещены международным законодательством, даже если там есть военные цели. По фотографиям суббоеприпасов удалось определить, что они северокорейские. Мы знаем, что КНДР передавали России 240-мм реактивной системы залпового огня М1991. Мы на фронте видели ее не раз. А вот теперь, видимо, к ней передали еще и реактивные снаряды с кассетными боевыми частями. Я, кстати, недавно слушал очередное видео от Андрея Ланькова, известного корееведа, многим из вас знакомого по его интервью Дудю. Он рассказывает, что сейчас Северная Корея испытывает значительный приток денег в результате продаж сами знаете чего, сами знаете кому. Ну, то есть продаж оружия России. Собственно, почему так усиленно украинские силы бьют по всему российскому, связанному с нефтью, нефтепродуктами и газом? Потому что видит, что гигантские потери людей на войне Путину не страшны. А вот деньги – это главное. Именно деньгами питается война. Потому что основная масса людей идет на войну из-за денег, высоких выплат. Вот украинские силы и пытаются максимально выбить экономическую составляющую из уравнения. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. До встречи и пока.